С кем будет серьезный разговор у тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Кто-то из вас очень сильно не хочет, чтобы его считывали. Ничего себе, 2 карты закрытые вышли. Что-то высшие силы пытаются закрыть некоторую информацию. Но ничего, мы сейчас прочитаем. Кому-то из вас сейчас очень плохо из-за личной жизни. У кого-то это проиграется, вы переживаете, допустим, о прежней женщине. У кого-то это может быть переживание по поводу того, что вы не можете наладить личную жизнь. Вот, да, я сейчас просто хочу уточнить, потому что вы особо не доверяете женщинам, а одному не очень хочется быть. Поэтому здесь такое двоякое ощущение, и одному хреновенько, и женщинам не доверяю, и разочарован, и вообще куда пойти, куда податься. Вообще у многих из вас такое больше воинственное отношение к женщинам, недоверие, тотальное какое-то недоверие. Потому что делали больно. Причем у вас, у кого-то даже может проиграться. Это был такой, знаете, очень болезненный удар, с которым я не знаю, что может сравниться. Это как, наверное, удар ниже пояса для мужчины. Вы человек, который очень рациональный. Вы все всегда продумываете в жизни. И это вас здорово выручает. У вас были в жизни опасные ситуации, из которых вы выходили только благодаря, может быть, своему такому тонкому, трезвому уму, своей логике, да, то, что вы можете все быстренько взвесить, принять решение. Причем бывали такие периоды, когда приходилось принимать решения мгновенно. Это касается и ребят, моих ребят, которые сейчас там, где горячо, которые связаны с формой, с армией. Именно благодаря тому, что вы можете вот принять решение, да, куда там повернуть, направо, налево, передислокация, да, вот вы могли спасти даже себе жизнь. Я думаю, у вас были такие ситуации, и давайте-ка сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, пишите все, были у вас такие ситуации, когда мгновенно приходилось принимать какое-то решение. Может быть, вы действительно были на грани жизни и смерти, может быть, еще какие-то опасные ситуации. Ну, не обязательно это там со смертью что-то связано. Вот какие такие резкие, неожиданные, срочные решения вам приходилось принимать? Вы человек, который, в общем-то, может дать отпор любому. У вас колкий язычок. Вы, если захотите, поставите на место любого, но сам по себе вы не конфликтный. Скорее не так. Вы раньше были не такой конфликтный, вы не были такой вспыльчивый. Возможно, после каких-то вот определенных событий, это может быть связано и как с личной жизнью, вы стали более вспыльчивым, может быть, более нервишки шалят. Либо же у кого-то это может проиграться, конечно, те, кто связаны с армией. Потому что там очень тяжелые условия, там быть таким спокойным, белым, пушистым и покладистым, ну там просто нереально. Вы вообще такой, знаете, защитник всех слабых, нищих, там, я не знаю, бедных таких несчастных людей. Вы всегда можете постоять за любого человека. Неважно, это ваш человек знакомый, это кого-то на улице обижают. Вы правдоборец, вы правдолюб. Из-за этого у вас иногда были тоже по жизни неприятности. Но то, что вот как-то личная жизнь очень сильно вас беспокоит, причем это у нас прям на первом месте показало. То есть вот самое такое больное ваше место – это личная жизнь, это проблемы личной жизни. Кто-то, может быть, ностальгирует, да, вот кто-то хочет вернуть. Знаете, то, что произошло в вашей жизни, должно было так произойти. Вот этот разрыв, да, я сейчас имею в виду, если у кого из вас был разрыв в личной жизни с женщиной, так должно быть по судьбе. Это была просто не ваша женщина. Вы, возможно, уже потом осознали, что
но реально это не ваш человек. Она как будто поменялась. Она как, вот знаете, змеи сбрасывают шкуру. Вот точно так она. Была когда-то белая пушистая, а потом вы увидели ее настоящее лицо. Поэтому не убивайтесь, ребят. Вы ничего не могли бы сделать с этой ситуацией. Так было предрешено, предопределено, как угодно называйте. Кто-то из вас очень любит уходить с головой в работу, просто чтобы отвлечься от каких-то грустных мыслей, которые вас периодически одолевают. Вы вообще работяга такой. Причем, я смотрю, это у нас очень часто в раскладах сигнификации выпадает. Не боитесь работы абсолютно. Ну и, конечно, рисковый. Вы такой человечек рисковый, не боитесь вообще никого и ничего. В общем-то, вы уже закаленный в боях, закаленный в жизни. Ну и, конечно, очень сильно вам хочется любви, хочется семьи, настоящей семьи. Причем вы такой человек, который будет вкладывать до последней копеечки в семью. Главное, чтобы вас любили и ценили. Ну, давайте-ка теперь ближе к раскладу посмотрим, кто же будет с вами разговаривать, с кем же будет серьезный разговор. Я буду, как всегда, разные ситуации говорить, поскольку это общий расклад, а вы уже примеряйте на себя, кому что подходит, да, потому что разговоры бывают разные, разговоры с разными людьми. Итак, поехали. С кем же у вас будет серьезный разговор? Кому-то из вас предстоит разговор по поводу работы либо финансов. Здесь будет, ну, такое известие, знаете, либо же вас пригласят на собеседование. Может быть, вы уже его прошли, то вас пригласят на работу. Это будет приятный разговор, да. Вас могли протестировать, либо будут еще тестировать. Здесь может быть момент, ну, то ли испытательный срок, то ли стажировку вам предложат. Могут как-то еще немножечко проверять ваши навыки, но это будет такой позитивный разговор, и вы это поймете, вы будете радоваться тому, что услышите. Возможно, даже кто-то будет с друзьями за рюмочкой чая обмывать вот вашу новую работу в вашей такой теплой дружеской компании. Далее, кто-то из вас получит важное известие, на которое, возможно, вы уже не надеялись. Это известие, которое вам, может быть, причиняло много боли, много переживаний, но вы почему-то уже, может быть, махнули рукой, потому что человек мог, ну, либо же длительный период с вами не общаться, да, либо мог как-то скользко раньше отвечать. Поэтому вы так забили на него, махнули рукой, и будь что будет. Да, вы могли даже не общаться с этим человеком, он проявится. Здесь могут быть даже проявления человека, с которыми вы, ну, либо же конфликтовали с этими людьми, да, были какие-то такие отдаления, кризисные моменты. Человек сам проявится, с чем проявится, с серьезным разговором. Знаете, он проявится через хитрость. Это может быть звонок, смс-ка, вроде бы так, привет, как дела, в таком духе. Это не будет такое прямое извинение, это будет как-то вот завуалировано, это будет разговор, который может впоследствии показать вам другое лицо этого человека. То есть, смотрите, человек придет с какими-то, ну, впоследствии придет, да, сначала он так, привет, как дела, в таком плане, потом вы где-то встретитесь, это будет разговор, где человек аргументирует, почему он так поступил, да, почему, может быть, ну, он вас обидел, почему ему пришлось так себя повести, да, смотря какая ситуация была. Но это скорее не с женщиной. Женщина, мы сейчас поговорим отдельно, потому что здесь и женщина еще проявится, с которой вы либо же не общаетесь, либо разошлись. Так, с чем проявится эта женщина? Ну, женщина, скорее всего, с которой у вас была либо же семья. Здесь будет разговор с ней. О чем будет с ней разговор? Ой, какая лицемерка. Ой, как, боже, какая она большая любительница денег. Знаете, это проявление дамы. Ну, здесь даже гадалки не ходи называется. Не нужно быть и тарологом. Эта женщина большая любительница денег, и когда она останется одна, никому не нужная, да,
все свои возможности по женихам, по жезлам своим она исчерпала, она проявится к вам с разговором, с какими-то предложениями. Очень похоже на то, что она будет предлагать очень завуалированно вернуть ваши отношения. На самом деле, вот я показываю, очень дама любит, она пентакливая у нас и выпала, она очень любит денежки, она очень любит комфорт. А поскольку ну, такой вот комфорт и внутренний, и финансовый вы ей давали, она, ну, никого больше не видит, кроме как вернуться. Ну, в образе побитой собаки она не будет, конечно, возвращаться, но попытается вернуться на коне, завуалированно, но с тем, что вот давай как бы попробуем сначала все, вот давай-ка, тем более, если у вас еще могут быть дети общие, то она может через детей манипулировать, но согласитесь ли вы вернуться к ней? Да никогда, ни за что. Я думаю, вы отправите ее восвояси, вы настолько уже свое сердце закрыли от нее, настолько забетонированы и за 7 замками, за 7 печатями, не пробьется она никогда. Вы очень быстро просечете все вот эти вот ее сказочки, да, вы очень быстро поймете, что кроме денег, ну еще кекса, да, потому что она большая любительница кекса, ну, никогда вы с ней не захотите помириться. Слишком много боли она причинила, причем тут еще есть момент брезгливости. Хотя, знаете, может быть такое, ну, такое ощущение, может быть, внутреннее у вас. Вот глядя на нее, вот что-то ёкает. Ну, ёкает, ну вот я даже не знаю, вот как это описать. Вот какая-то ностальгическая боль. Вот вы смотрите, ну, либо же будете смотреть на нее. Я думаю, уже многие через это проходили. Вот смотрите на человека и понимаете, блин, ну вот, ну такое свое родное, но столько дерьма, простите, от тебя я получил, да. И вот какая-то такая внутренняя дикая боль, обида, разочарование, опустошение. Вот напишите, у кого такое было, ребят. Хотя я вам скажу, кто-то из вас еще все-таки любит бывшую, но тем не менее, даже те, кто любят, вы очень сильно задумаетесь, стоит ли вообще с ней иметь дела. Ну, как-то вот все равно вы не готовы. Вы не готовы вернуть все назад. С одной стороны, да, вы понимаете, что чувства есть. Вы можете даже проговорить с ней, что нет, я больше дважды в одну воду, в одну реку я не вхожу. Будут среди вас и такие. С кем еще будет серьезный разговор? Вы знаете, вы можете выступить в роли, ну, как бы утешителя, может быть. Это кто-то из ваших каких-то могут быть либо знакомых. Это человек, который, может быть, недавно стал одиноким. Это может проиграться, ну, я не знаю, может даже у кого-то соседи, у кого-то это могут быть там друзья, близкие. Ну, то есть человек, который либо потерял недавно свою половинку, у кого-то человек умер, да, ушел на небеса, там муж, жена, может быть, кто-то развелся. Ну, то есть по-любому человек остался один, и вот вы будете в роли утешителя. В каком-то смысле слова вы уже это проходили, вы знаете, как это тяжело терять человека, вы знаете, как это больно. Поэтому вы, может быть, даже сами вызоветесь, да, вот какой-то период поддерживать этого близкого человека. Хотя, знаете, еще может у кого-то даже проиграться, что это может быть даже незнакомый человек. Вот вплоть до того, что, ну, к примеру, да, чтобы было понятно, вот вы сидите в парке на лавочке, просто гуляете, дышите воздухом, и к вам подсаживается какой-то посторонний человек и начинает историю своей жизни рассказывать. Тоже может проиграться, вот, ну, просто поскольку это общий расклад, вот так и знаете, что вы будете в роли утешителя, то есть вы будете поддержкой этого человека, вы умеете находить нужные слова в нужное время, и даже незнакомым людям вы порой оказываете такую очень важную моральную поддержку. С кем еще будут разговоры, важные разговоры?
А это касается тех, кто сейчас живет в токсичных отношениях. Это женщина, с которой вы можете, ну так, на ножах, с которой вы можете жить каждой своей жизнью, то самое одиночество вдвоем. Это женщина, которую вы либо где-то поймаете на горячем, может быть, вам скажут, что где-то с кем-то видел, да, ну, либо же вы какие-то факты найдете, будет очень серьезный разговор по поводу того, что нужно ставить точку, что вы терпеть не будете. Либо же еще может проиграться ситуация, когда вы просто вот для себя решите, что больше вы терпеть не будете, да, вот когда люди, как соседи живут, вы захотите серьезно поговорить со своей так называемой женщиной, хотя вы понимаете, что, в общем-то, даже если у вас штамп в паспорте есть, в принципе, вы чужие люди друг другу. Вы предложите развестись, но, знаете, здесь будет тяжело развестись, потому что и вы до конца не готовы. Вот вроде бы вы предложите, но будут еще сомнения, колебания. Можете оттягивать эту ситуацию, можете после ее каких-то аргументов попытаться все равно оттянуть это расставание. Можете поверить и дать еще один шанс. Но те из вас, которые все-таки решат разорвать эти отношения, у вас впереди будет новая любовь. Так, ну и напоследок, давайте-ка еще посмотрим, какой еще может быть у вас разговор серьезный с кем. Кто-то из вас узнает, что вам специально ставят палки в колеса. Вот те, у кого проблемы. Причем это магического характера проблема. Может быть, вы пойдете кому-то, ну, может быть, кто-то и ко мне запишется на диагностику, да, кто-то к другому магу пойдет. Вам могут очень четко сказать, вот именно специалист, что на тебе есть порча, либо там тебе подклад, там привороты, отвороты, кому что. Вы очень четко это усвоите, вы, в общем-то, догадываетесь, что на вас это что-то есть магическое, да. Хотя есть среди вас и скептики, это тоже я вижу. Но вот именно с магом у вас будет серьезный разговор. Вам человек предложит либо же свои услуги, да. Это будет, в принципе, недешево стоить, но тем не менее вам это все объяснят, аргументируют, какие будут последствия. Хотя последствия у вас уже начались, да, вот те проблемы в жизни, которые есть. Они, в общем-то, будут усугубляться. Вам это объяснят. Поэтому здесь, скорее всего, будет чистка. Будет чистка, но не так сразу, потому что будете сомневаться, как я и говорила. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!